Два шара весом 50 ньютонов и 20 ньютонов скреплены стержнем длиной 60 сантиметров и весом 10 ньютонов. Радиус большего шара 4 сантиметра, меньшего 2 сантиметра. Найдите общий центр тяжести. Так, задача нам известна о том, что есть два шара. Вес первого 50 ньютонов, вес второго 20 ньютонов. Стержнем, скажем, вес P3 будет равно 10 ньютонов. Длина стержня равна 60 сантиметров. Радиус большого шара напишем R равно 4 сантиметра, радиус маленького шара 2 сантиметра. Найти общий центр тяжести, где расположен. Пусть это длина стержня, который весит, естественно, P3. 10 ньютонов. Сам стержень, получается, имеет вес. С этой стороны будет большой шар, здесь радиус его R большой. С этой стороны будет маленький шар, у него радиус R. Вес этого шара P1 и вес другого шара P2. Еще есть вес стержня P3. Для того, чтобы все это находилось в соответствующем покое, необходимо, чтобы результирующая сумма всех сил, действующая на это все устройство, было равно нулю. Откуда она будет равна нулю? Если у нас есть какая-то точка подвеса, они все направлены в эту сторону, значит точка подвеса будет их уравновешивать. Кроме того, первое условие, что сумма всех векторных сил должна быть равна нулю, еще должно быть условие равенства моментов сил. Дело в том, что если моменты будут не равны, тогда будет движение рычага в какую-то сторону. Необходимо найти эту точку, где будут равны все моменты сил. Если моменты будут равны, то потом уже и сумма всех сил тоже будет равна. Разделим эту длину всего рычага на две части и обозначим ее значением L. Это половинка. Как раз силу веса рычага надо приложить его в центре. Можем мы допустить о том, что точку подвеса необходимо поставить вот здесь. Первый случай. Мы видим, что эта точка находится на каком-то расстоянии от центра самого рычага. Обозначим ее X. И, допустим, скажем так, что в этой точке будут выполнены все условия равновесия. Момент силы P1, который действует вот в этом направлении, против него действуют два момента сил P3 и P2. Они будут равны. Какой момент силы здесь P1? Не напрасно нам даны радиусы, поэтому не можем мы считать это точечными элементами. Значит, в моменте сил нам необходимо определять именно все расстояние с учетом радиуса. Так, момент силы P1 давайте напишем. Чего он будет равен? Момент силы P1 будет равен P1 умножить на плечо. Какое здесь плечо? Посмотрите. А плечо оно вот какое. Вот оно плечо. Плечо будет равен L минус X и плюс R. L отнять X, добавить R. Плечо будет от этой точки до вот этой точки. Вот плечо действия силы P1. И мы его записали. Поскольку мы знаем расстояние до центра рычага, это L. Ну, L можно определить, это будет ровно половина L большого. Напишем так, что L равно L делить на 2. Теперь, что касается момента силы P3. Сам рычаг определяет, у него существует какой-то момент силы. Чему? По отношению к точке. Момент силы рычага будет равен чему? P3 умножить на X. Вот плечо силы P3. И момент силы P2 равен чему? Плечо какое здесь будет? Смотрите, какое плечо. L еще плюс X и плюс еще радиус. P2, само плечо. Вот плечо от этой точки до центра шара. Получается L плюс X и плюс еще радиус маленький. Вот мы теперь можем эти моменты каким-то образом сравнить. Если рычаг находится в равновесии, значит моменты, которые действуют, ну, скажем, по часовой стрелке, должны быть равны моментам, которые действуют против часовой стрелки. Если они направлены друг против друга, так сумма модулей их должна быть одинаковой. Можем записать сумму модулей момента. С этой стороны, как обратите внимание, относительно этой точки, вот точка, которую мы взяли за то, чтобы подвесить это все. Относительно этой точки этот момент будет действует против часовой стрелки, а два момента действуют по часовой стрелке. Этот момент силы должен быть равен сумме двум моментам сил, для того, чтобы они друг друга компенсировали. Итак, записываем. Вот это значение M1, P1 должен по модулю быть равен MP3 по модулю плюс P2 по модулю. Модули этих сил должны быть вот в таком соотношении. Давайте перепишем значения, которые у нас не определены. Мы можем уже знаки не определять, потому что мы их разнесли знаком равенства. Так, P1, что множится на L минус X плюс R равен P3, что множится на X, плюс P2, что множится на L, плюс X плюс R. В данном выражении, что у нас неизвестно? X неизвестно. Если мы узнаем X, мы будем знать, насколько он отстоит либо от центра рычага, либо от какого-то центра большого или малого шара. Открываем скобки. P1L минус P1X плюс P1R равен P3X плюс P2L плюс P2X и плюс P умножить на P2 умножить на радиус маленький. Сиксом мы
Давайте определимся. Тут больше положительных значений, значит с x будем переносить сюда, а все, что без x, будем переносить в левую сторону. Вот x значение, x у нас, здесь x и здесь x. Все остальное переносим. Это остается на месте. P1L, прибавить P1R, перенесем в эту сторону P2L со знаком минус и минус P2R. И равно P3 на x плюс P2 на x, еще что, минус переносим в эту сторону, плюс P1 на x. Ну, как видно, x можно вынести в скобки, то получаем P1L плюс P1R минус P2L минус P2R равно x выносим за скобки, а тут сумма всех будет P1 плюс P2 плюс P3. Так, давайте определим отсюда x равно дроби, получаем P1L плюс P1R минус P2L минус P2R и делить на P1 плюс P2 плюс P3. Смотрите по наименованиям, какие будут величины. Это ньютон умножим на расстояние на сантиметр, это тоже ньютон на сантиметр, ньютон на сантиметр, ньютон на сантиметр. Можем ньютоны вынести за скобки и сантиметры можем вынести за скобки, которые сократятся с этими ньютон. X получается в значении к сантиметру. Давайте сюда тогда подставим все эти значения, которые у нас тут есть. Причем L сразу определим как 0,3 метра. Половинка. Все 60 сантиметров. R равно 4 сантиметра 0,04 метра. И R маленькое равно 0,02 метра. А теперь будем подставлять. P1 50 ньютонов. Говорим о том, что ньютон на метр мы выносим за скобки. Каждый из этих слагаемых или вычитаемых ньютон на метр, ньютон на метр, ньютон на метр – это то же самое. P1 множим на 0,3 плюс P1 50, что множится на 0,004 минус P2 20, что множится на 0,3 и минус 20, что множится на 0,2. И делить на что? 10 плюс 20 плюс 10 на 80. Здесь у нас получается ньютон на метры, здесь ньютоны. Ньютоны сократились, получились вот такое значение. Давайте теперь все пересчитаем и посмотрим, что у нас получается. Равно 50 на 0,3 это 15, плюс 50 на 0,4 это будет плюс 2, минус 20 на 0,3 это будет сколько? Это будет 6. И минус 20 на 0,02 это будет 0,04. Равно, можно все свести, будет 15 минус 4, 4 делить на 80. Мы получаем 4 на 80. Это будет равно 0,1325 метра. Метры тут же у нас остались. Ньютоны сократили, поэтому это будет в метрах. Значение x 13,25 сантиметра. Можно сказать и так, что x равно 13,25 сантиметра. Поэтому для того, чтобы сказать, где же будет этот центр, можно говорить о центре относительно, скажем, центра большого шара. Будет расстояние какое? L минус вот это 13,25 и плюс еще вот радиус. X находится, можно сказать, вот если вот это расстояние мы хотим узнать, обозначим его каким-то значением. Пусть это будет S. S тогда будет равно L минус X и плюс R. 30 сантиметров минус 13,25 и плюс радиус плюс 4 сантиметра. Мы получаем от центра большого шара до точки подвеса у нас будет 20,75 сантиметра. Тогда система будет находиться в равновесии. Это хорошо, что мы так взяли сразу, определили о том, что точка подвеса будет находиться ближе к большому шару. А что получится, если эту точку подвеса мы случайно взяли не там, где надо? Скажем, вот на эту сторону определили. Давайте сейчас посмотрим, что выльется именно вот это решение. Это второй вариант. Определим. Если мы вдруг определили, сразу неверно. У нас есть два шара. Один большим радиусом, второй маленьким радиусом. Есть средина вот это. То же самое. Вставляем P3. Здесь P1, здесь P2. Опять же, вот эти расстояния до шара, это у нас значение L. И вот это тоже значение L. Скажем так, мы взяли неверно значение. Точка, на которой будет опираться этот рычаг, будет находиться вот здесь. Вот смотрите, на этой стороне. Что в данном случае мы получим? Давайте посмотрим. Ну, неправильно определили. Тут у нас все положительные значения, обратите внимание, x 13,25, все как есть, плюс прочее. Условия те же самые. Сумма моментов сил, действующих с разных сторон от этой точки подвеса, должна быть компенсирована. Обозначим то же самое вот это значение x. Посмотрим, каким образом все это будет выглядеть. По эту сторону две силы делаются своими моментами, по эту сторону одна сила с моментом. Момент силы P1 равен. Первый ход длина, смотрите, аж до точки подвеса. R плюс L и плюс x. Момент силы вот этой P1. Вот аж сюда записать. Момент силы P3 равен чему? P3 умножить на x. И теперь момент силы P2 равен чему? Вот чему равен? Вот этому кусочку L минус x и плюс R маленькое. P2 L минус x и плюс R маленькое.
Теперь знаем, что с одной стороны действует два момента вот этих момента, и так противоположной стороны действует. Будем приравнивать сразу модули этих значений моментов. Вот с этой стороны какие моменты действуют? Момент силы P1 и момент силы P3. А тут я не написал P1. Итак, P1, что множится на R плюс L плюс X, плюс P3, что множится на X, и оно должно быть равно чему? P2, что множится на L минус X и плюс R маленький. Открываем скобки P1 на R плюс P1 на L плюс P1 на X. Это мы открыли здесь скобки. Плюс P3 на X равно P2 на L минус P2 на X и плюс P2 на R. И что касается X, мы складываем. Все остальное переносим в эту сторону. Это переносим сюда. P1 на X плюс P3 умножить на X. Переносим минус P2 противоположным знаком плюс P2 умножить на X. То мы получаем P2 на L остается, P2 на R остается с знаком плюсом, минус P1 на R и минус P1 на L. X выносим за скобки. Скобка останется P1 плюс P3 и плюс P2. Сумма всех сил, которые действуют, равно. Тут уже просто будем подставлять значение P2L плюс P2R минус P1R минус P1. X равно дробь P2L плюс P2R минус P1R и минус P1 делим на P1 плюс P2 плюс P3. Сразу обращаю внимание на что. Посмотрите. Выражение, которое было для X в этом случае, P1L и P1R были положительные, а P2L, P2R отрицательные. Здесь они наоборот. P2R, P2L положительные, а вот это является отрицательным. В принципе, мы наблюдаем, так сказать, все размерности, поэтому тут ньютоны, тут метры ньютонов, сократится все. Можно не подставлять и не доказывать, что это будет точно так же. Ньютон на метр выносим за скобки, ньютоны тут сократятся, метры останутся. Давайте подставим сюда значения, которые здесь будут. И посмотрим, во что это дело выльется. P2L это 20, ньютон метр выносим. L 0,3. Плюс P2R 20 на 0,2. Минус 50 ньютонов на 0,3. Минус 50 ньютонов на 0,4. Делим на 80. Подставляем значения. Значения у нас будут такие же, как и вот здесь, только наоборот. Здесь будет 6, прибавить 0,4, отнять 15 и отнять 2. И все это делается на 80. Здесь было ньютон-метры, здесь ньютоны, сократите ньютоны, и то получается 1 метр. Получилась картинка такая же, только наоборот. Смотри, вот эта картинка и вот эта картинка, она похожа, только разница в том, что это отрицательное, а тут положительное. Можем сразу четко написать о том, что это будет равно минус 10,4 метра, что делится на 80. Получили значение минус 0,1325 метра. Получили значение отрицательное. X получился отрицательный. Что это говорит? Это говорит о том, что мы его взяли не с той стороны. Его нужно было брать с этой стороны. Если мы получали значение отрицательное, это значит, что мы неправильно выбрали точку подвеса. Но обратите внимание, что в данной ситуации совершенно одинаково. Тут получился x отрицательный равно минус 13,25 сантиметров. А тут точно такой же x, только положительный. Правильный ответ. А это минус 13,20. Такая же точная ситуация, только наоборот. Теперь мы понимаем о том, что точку подвеса нужно было брать с этой стороны и ее пересчитать. Я это специально взял два разных подключения точки подвеса для того, чтобы мы понимали, что не всегда мы можем определить именно эту точку подвеса. Ну, тут хорошо сразу взяли, попали на то, что значение x положительное, все нормально получилось. А вот здесь получилось значение x отрицательное. Но не надо расстраиваться, это говорит о том, что взяли не с той стороны. Мы можем сказать, что точка подвеса, как ответ написать, S равно 20 и 25 сантиметров от центра большого шара. Это S. 75, извините.